Я единственный в этом зале, который имеет специальное образование. Военно-учетная специальность, спецпропаганда. Поэтому я с этим сталкиваюсь уже много лет. И проживая в национальных республиках, я еще и на практике видел, как мы неправильно решаем с 2017 года национальный вопрос и сами даем козыри для нападок на нашу страну. Мы все время говорим, в чем причины, все перечисляем, кроме одного – форма управления страной. ЛДПР говорит, пока будет однопартийный режим, мы никуда не выползем. Царь – однопартийный режим, все, закончилось. КПСС – однопартийный. И сейчас полуоднопартийный. То есть нету второй точки зрения. И из-за этого все развивается так, кто вот где как решил. А это традиция. Коммунисты взяли традицию от царей, новая Россия от коммунистов. Да и они в основном тоже все были в КПСС. Конечно, действует огромная пропагандистская машина. Начали они еще клеветать на царскую Россию, потому что мы стали внезапно мощной страной. Вдруг разгромили шведов. Ничего не было, вдруг какая-то Российская империя, какой-то Петр I, 26 лет ему, русский царь. Это напугало. Впервые появился другой враг в лице военной мощи Российской империи. Потом выбираем неправильно противника, союзника. Нам нужны немцы-союзники, мы лезем к французам, к британцам, к американцам. Единственный союзник наш должны быть немцы. Они держат Северную Европу, турки держат Южную Европу, мы Восточную Европу и южное направление. Все, была бы тишина в мире. Вот они нас заставили играть на них. Мы побеждаем Наполеона, а Европу делят они. Мы громим турок, а они от нас забирают все, что нам турки дали после поражения. Мы устраиваем революцию, и они заставляют нас вывозить все богатства к ним. Демократическая революция опять к ним. Вот так они эксплуатируют нас. И в пропаганде, так сказать, они каждый год принимают определенные документы. Вся их пропаганда противоречит законам и их, и нашим. Постоянное вмешательство в наши дела. И если раньше был «Голос Америки» радио, сейчас они будут делать телеканал. Если раньше только газеты проверяли факты, были честные журналисты, сейчас моментально все печатается. Даже сам президент США называет все это фальшивыми новостями. И электронные средства легче всего. Эти дети вышли на улицы 26 марта, именно социальные сети. Здесь мы тоже должны больше внимания уделить. И прекратить финансирование. Многие наши средства массовой информации получить финансирование окольными путями. Это не обязательно напрямую. Перевод пришел в редакцию газеты. Фонды создаются. Фонды открываются здесь. Фонд Фридриха Наумана. Что он здесь делает в Москве? Фонд фон Эберта и много-много других. И они в Германии сидят, и в Британии, и в США. Но мы же их практически вот только недавно стали заставлять их быть агентами иностранными и так далее. Они действуют сегодня, якобы эксперту слово дают. Их эксперт на страницах наших газет. Допустим, там «Новая газета» или агентство РБК и другие. Это тоже телеканал «Дождь» в чистом виде финансирование из-за рубежа. Но имеет, так сказать, поддержку на очень широком уровне. Это тоже, так сказать, имеет значение. Ну, проблем очень много здесь. И очень много скрытых проблем. Поэтому я предлагаю не ограничиться вот сегодняшним обсуждением, а в закрытом режиме провести еще раз обсуждение и пригласить на это обсуждение директора Федеральной службы безопасности Бортникова Александра Васильевича, что у них больше материалов, они это лучше знают. Я в этом зале просил, дайте резолюцию Конгресса США 59 год о расчленении СССР. Не могут дать мне вот. Комитет по международным делам, аппарат Госдумы. Не могут дать. В интернете есть, а у них нету. Хотел взять оригинал. Чтобы посмотреть. Вот они в 59 году приняли резолюцию, в 91 году нас не стало. Вот как это все проходило? Что, все молчали, не видели этого ничего? Удар по русским на Украине. Печатается вот материал.
сценарий. Они врываются в Крым, начинается резня русских. И это приводит к войне Россия-Украина. Дальше что? Кто напечатал? Откуда взяли? Тревогу забили? Нет. Вот Донбасс загорелся. Теперь мы... А Донбасс загорелся как? Что, на Донбассе они говорят, что они русские? Нет. Пенсионеры, дайте пенсию. Дети в подвалах, не бомбите. То есть мы убрали понятие «советский народ», а понятие «русский народ» не появился, потому что мы его зажали. Потому что мы дали всем народам по государству республику, а у русских нету ничего. Это же борьба против русских идет. Начиная от Петра Первого. Вот в этом году мы с вами отмечаем 100 лет русской революции, а надо отмечать 300-летие совещания, создания масонов в Париже. Они собрались и сказали, где враг? На Востоке. Вот она, Российская империя. В 1717 году. А мы упираемся в 1917. А эти 200 лет куда отбрасываем? Никто же не знает, что это за клубы, каменщики, масоны. Они точно сказали, вот враг, Российская империя. И 300 лет нас мучают. А мы в 17 уперлись. И здесь оценки даем неправильные. Вот фильм про Сталина, так пьют каждый день. Это что, такой был режим у нас, что ли? Все пьянствуют. Вся его охрана пьянствует. Каждый сюжет пьют, вся Москва. Да что это вообще за фильм? Это кто делает? Наши телеканалы. Посмотрите все наши фильмы про полицию. Каждый сюжет пьют. Сплошное пьянство. Что же вы хотите? Какая русофобия? Они смотрят наши фильмы, и они говорят, что за страна? Передачи про семью, один разврат, грязь, не могут понять, где отец, где мать, все друг друга бросили. То есть мы сами даем информацию. На своем опыте я говорю. Вот победила партия. Откуда взялись ЛДПР? Что это такое? Гор звонит в Москву Гайдару. Что это такие? Это, говорит, фашисты. Все, записали. ЛДПР фашисты. И никто, наши дипломаты, не отстаивают ничего. Ну, потом прошли годы, они поняли, что не фашисты. Внутри пропаганда. Вот придумали фразу, якобы я обещал каждой бабе по мужику. В жизни этих слов дурацких не говорил. Никогда. Каждому мужику по бутылке водки. Никогда. Или однозначно, кукла в НТВ моя, никогда в жизни не употребляю. Или что я собираюсь выселять народы Поволжья в Монголию. Ну что это такое? Это наши делают, наши журналисты. Наша прокуратура молчит. Наши губернаторы молчат. Вот 25 лет. Или мама русская, папа юрист. Да вы что, с ума сошли? Мама действительно русская. Но профессия отца экономист-агроном. Если мне задают вопрос, кто ваша мать по национальности? Я говорю, русская. Кто ваш отец по профессии? Я говорю, экономист. Нет, придрались. Мама русская, отец юрист. Как будто бы я скрываю национальность отца. Я книгу целую издал. Поэтому я на своем, так сказать, примере, я понимаю, как долбают Россию. По любому поводу. Мне визы не дают 25 лет. Вам только сейчас начали давать. Если бы встали на мою защиту 25 лет назад, сейчас бы все ездили туда. Вам было наплевать на меня. Кобзону не давали, там еще кому-то. МИД ничего не делал. Теперь всем не дают. Закрыли нам проезд. Потому что у нас нет солидарности. За границей мы себя друг друга поливаем больше, чем они нас поливают. Недавно представитель КПРФ пишет, что там Жириновскому деньги дают и телевидение. Слушай, кто деньги дает? Называйте фамилию, суммы и кассу, я пойду. Один из руководителей КПРФ это говорит. Да, Жириновщина, мы же не говорим Зюгановщина. Нет такой партии, зюгановцы или жириновцы. Или это паскудство, какой там закон. Что, с Красной площади на весь мир звучит слово паскудство. Значит, мы здесь занимаемся с вами паскудством. Что вы хотите? Русофобию, мы ее сами порождаем. Каждый день и каждый час. Поэтому надо обязательно создавать мощное министерство пропаганды. Факультет журналистики, кого он готовит? Там задавали вопрос насчет Крыма. И кто говорил, что это хорошо, что он стал нашим, все, их чуть ли не отчисляли двойки. Вот рядом здесь, 200 метров. Это же что за преподаватели там? Кто им позволил? В МГИМО сидят там, искажают историю постоянно. Поэтому здесь надо заниматься, принимать определенные меры. Бояться нам нечего. Сегодня мы видим, какая у них демократия. Мы видим, как они манипулируют, видим, какие у них искажения, очковтирательства. Но они используют огромные деньги, используют наших людей в основном, которые там работают снова в этих радиостанциях, телеканалах и так далее. Поэтому нужно обязательно попросить наши спецслужбы дать больше материалов, дать все резолюции американского Конгресса. Правило революции у немцев было. Добавьте минуту. Да.
У немцев еще до войны британская разведка обнаружила после войны, 1946 год, там все расписано, что надо делать. Потом Дальс это использовал тоже, что надо делать. Только мы с вами узнаем через 72 года. Почему? Чем мы от себя-то скрываем информацию о том, как они собираются с нами бороться, и мы это видим. Значит, полная моральная дебилизация. Ничем не заниматься. Вот спорт. Спорт хорошо, но тогда другим ничем не будут заниматься. Или эротика. Вот, пожалуйста, все, что хотите делать. Работать не надо, сиди, вот игры играй. Вот в зависимости от игр, футбол и какая-то порнография. И миллионы уже так и думают. Они уже добились в этом плане и успеха. Но мы-то могли остановить. Но мы боялись публиковать материалы. По национальному вопросу боялись. Эти зверства бендеровцев мы скрывали все хорошо, дружба народов, украинцы, добрые братья. А кто их сделал такими? 80% русских насильно советская власть заставила быть украинцами. Если до 1939 года ты не запишешься украинцем, не примешь доктрину украинофильства, работы нет, уходи с работы. Кто сделал? Компартия Украины. И сегодня это делают. Там добавить надо. Добавили. Добавить я просил. По нулям стоит это. Уже добавили. Добавили уже? Да. Ну вот я сказал то, что хотел, но я прошу, чтобы обязательно заслушали здесь специалистов и дали нам больше материалов. Спасибо.